Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 февраля. Давайте с вами узнаем, что скоро случится, что скоро, а возможно и неожиданно произойдет. И совсем скоро, это уже на пороге у нас февраль. Чего ждать? Или что вас ждет, такое тоже может быть, как события и обстоятельства, которые происходят вокруг вас, окажут влияние на вашу жизнь. Вот давайте это и узнаем. И первая колода 78 дверей. Мы достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Ключевой вопрос – открыты двери или закрыты? Каковы ключи? Куда-то, может быть, и сами не пойдем, правда? Почему нет? Но самое главное – это как потоковая информация. Мы не задаем картам вопрос, а вот что они обозначат. Что по мнению карты или какие подсказки вам дадут знаки судьбы, на что обратить внимание или в каких сферах вам доведется принимать важные решения. Первый знак судьбы. Что там будет происходить? Второй знак судьбы. Что ждет вас, мои дорогие? Третий знак судьбы. Но кульминационный вопрос, главный вопрос у нас остается именно: так что же произойдет, что случится? Может быть, как ключевое событие? Давайте узнаем. С 1 по 10, как главное, да, чему вы будете больше уделять внимание, времени, сил. И что неожиданно. И тут у каждого по-своему. Какая-то и случайность, может быть, как оказия, а может быть, получение известия, документа, или человек какой-то появляется неожиданно. И как причина и следствие, для чего все это было нужно, к чему все идет. И по основным сферам жизни, что ждет? Сфера личной жизни, взаимоотношений, семьи, пары. Сфера финансов, что в финансах ждать. И сфера ваших достижений. Это планы уже по работе или какие-то перспективы, у кого-то карьера, у кого-то просто документы. Итак, первый знак судьбы. Как будто мы замкнулись. Может быть, какая-то всегда девятки мечей предшествовала какая-то грустная история или сложная ситуация, когда, кстати, из-за усталости такое бывает, да, уставшие люди делают ошибки. По этой карте это искаженное восприятие, и дверь открыта. Но человек как будто сидит, вот неудобно ему там сидеть, но чего-то ждет. Две птицы на ветке как будто говорят: давай поменяемся, это наш домик, да? Вот какое-то ожидание затянулось, мои дорогие. Непонятно. Ладно, давайте узнаем. А что это? Что это послужило причиной? Ну вот надо же. Прям две такие самые карты, которые и обозначают искаженное восприятие. То здесь это внутренние страхи, сомнения, что-то, какая-то прежняя ситуация, которая уже давно закончилась, но нам покоя не дает. Мы не хотим этого повторения. Но себе вот ужасов, кошмаров каких-то, как вот эта девушка, ничто не угрожает. Боится открыть глаза. Обстановка совершенно другая. Но тут правда, вы кому-то не верите. Вы во что-то не верите. Может быть, в какой-то проект. Или вы сейчас сами, знаете, такое внутреннее состояние «я жду подвоха». Причем подвох, который может появиться как зненацку, непонятно с какой стороны. И мы ведь, по сути, можем быть вот в любом как бы положении, да, вот у нас 2 героя. Мы можем быть вот этим молодым человеком, который наблюдает, может быть, и вы наблюдаете, делаете выводы. Но это может быть и как ваше положение, вот как этот человек, да, который джентльмен выходит из богатого дома, и он ничего не замечает. Вот вокруг вас есть какая-то данность, обстановка, но вот вам это нужно обязательно учитывать. Здесь ни одна карта не говорит о том, чтобы мы с места в карьер куда-то полетели, поторопились. Нет, есть то, что нужно обдумать, но это обдумать нужно не с позиции вот прошлого, понимаете? Тут нужно что-то проследить, пронаблюдать, что есть в реальной жизни. Тут именно не думание, а наблюдение какое-то, мои дорогие. Вот интересно, необычно. Я должна сказать, на февраль месяц в целом мы можем сказать, что для вас как девиз «я защищаю себя, не испытывая чувства вины».
И где-то карты вторят этому. Еще не написала гороскоп на февраль, но скоро закончу со дня на день и опубликую во вкладке сообщества. Это именно девиз, ну, как направление вот именно на весь февраль месяц. И вполне вероятно, вот вы встречаете февраль в таком состоянии. Да, себя защитить нужно, конечно, вот как этот джентльмен. Мы ж не знаем, что там задумал этот молодой человек, если мы представим себя в роли джентльмена. Поэтому какие-то наши более такие осмысленные действия или как минимум в чем то осмотреться определенно стоит. Но и если мы, ну, как готовы к неожиданностям, может быть, нам и придется какой-то выбор делать, то не значит, что мы как будто из-за опаски себя подвергаем, как, знаете, как одиночеству, например, да, у кого-то. Или словно мы закрываемся от общения. Это вопрос не решает. А тут нужно методы какие-то менять. А для кого-то менять направление. Это карта выбора или смены направления. По этой карте пажи ведь это у нас вестники. Может быть, это вы получили какую-то новость, вас она не радует, и вы уже ждете подвоха. У кого-то это может быть связано с семьей или с жильем, десятка пентаклей или работа, мои дорогие. Что-то вот оно, ну, как бы, может быть, и пошло не так. Или вы можете в чем-то сомневаться, тем не менее. Конечно, карта говорит, ты должен себя в первую очередь защищать. Да. Но при этом не погружаться в какие-то свои мысли. Вам это может здорово мешать. Все же с учетом пажа мечей мы должны быть готовы к неожиданностям. А на кону что-то очень важное, ваше положение, в принципе, решение какого-то финансового вопроса, получение денег, получение работы. Пусть это такое вот согласование даже по жилью. Вот интересно, давайте второй знак судьбы. Тут действительно карта башня, нужно себя защищать, потому что карта трансформации, карта неожиданной трансформации. Причем вот мы будто бы себя так вот огородили от внешнего мира и думаем, что ну вот так вот мне надежнее, так вот мне спокойнее. Но это только отчасти. А башня старшего аркана, какие-то изменения во внешней среде, вокруг вас. Может быть, в жизни людей, с которыми вы контактируете. Может быть, изменения у кого-то на работе. Башня– это как структура какая-то. Ведь прежде эта карта означала старую тюрьму, которая давно дала трещину, но какое-то время еще стояла. И вот от попадания молнии она разрушается. Поэтому это какие-то условности, какой-то, может быть, и порядок. Он будет пересмотрен. И тогда вам нужно быть к этому готовым. Что это? Трансформация неизбежна. Будь готов к неожиданностям, нам словно снова говорит эта карта. И здесь может быть такая ситуация, как подсказка. Нам придется, когда вы услышите какую-то новость, именно действовать. Как и защищать себя, так и, может быть, куда-то срочно отправиться, узнать, например, какие-то недостающие детали дела, у кого-то закон, но у кого-то это с чем-то другим связано. Но все же по рыцарю это движение, перемещение, какая-то наша активность. И эта активность, она напрямую зависит от внешней обстановки. И тут нельзя терять времени даром. Мы можем столкнуться с людьми, которые нам что-то обещают, но это харизматичный лидер. Сам человек участвовать в чем то не будет. Может быть, и конкретно есть, какая-то конкретная персона, которая рождена под знаком зодиака стихии огня: Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Вы можете напрямую столкнуться с законом, мои дорогие. Или знания, какие-то законы вам потребуются. Оформление. Император– это структура, опять же. И вот две карты нам и говорят о том, что сейчас уже буквально на пороге перемены. Может быть, это по работе, у кого-то смена руководства. Или пусть это меняются какие-то приказы, меняется график работы, да. Или поменялись законы вашей местности. Было одно, теперь уже другое. Какой-то подзаконный акт вышел, и вам нужно ну, как-то научиться обходить какие-то правила или, тоже приложить усилия для того, чтобы что-то переиграть, перестроить. Но с другой стороны, это организовать свою жизнь в каком-то новом ключе. Но тем не менее карта победителя. Не упустите время, правда? Тут неизбежно что-то будет меняться. Более того, по этой карте, вы знаете, тут как помощь высших сил. Может быть, конкретный человек, который вам будет чем-то содействие оказывать или помогать. У кого-то по этой карте, если нужно
как закрыть какую-то финансовую брешь, что нам тогда тоже помогают. Но эта карта, она больше нас заставляет, это карта финансового успеха, поэтому как будто получение денег будет. У кого-то это может быть с учетом десятки пентаклей, ну, такое основательное более получение денег. Может быть, это как прежние суммы, которые вы не могли получить, или они где-то там задерживались, платежи, да? Может быть, к этому еще и какой-то вторичный доход. Тут как будто могут быть даже деньги с двух источников. У кого-то от того, что уже принято, устоялось, у кого-то зарплата, да, допустим, или какие-то пособия там, ну, или, ну, то, что привычные платежи идут. А у кого-то еще и сверх этого какой-то бонус. Может быть, это премия или в виде какой-то помощи, или, ну, какого-то бонуса. Вот такое тоже может быть. Сама по себе как финансовая стабильность на кону. Но мы должны эту победу финансовую сохранять. Или решили какой-то вопрос, более того, как будто нужно уделить внимание деньгам особенно. Это нам о чем? О, карта мага. У вас сейчас очень много возможностей. Это на самом деле так. Стоит только объединить где-то ваши желания и не распылить их на разного рода, может быть, персонажей, может быть, в разные направления не распылить деньги. Маг– великий практик, но тем не менее для мага не важна, точнее, деньги к нему приходят, и маг– это всегда тот человек, который финансово обеспеченный. И, как ни странно, для него не деньги главное, а какая-то идея, какая-то задумка. Вот посмотрите, у вас доброе время начинается, важно что-то, правда, не упустить. Вовремя подстроиться, может быть, даже под какие-то законы, правила, регулировки на работе. Да вам стоит только захотеть, и нет ничего невозможного. Хотя мысли, они могут быть у вас очень сложные, но правильные действия. Ведь маг, он действует так аккуратно, исподволь. При этом каждый думает, что это я так решил. Вот и для вас что-то такое для вашего благополучия совершенно необходимо. Я бы сказала, оттолкнуться именно от того, что себя не обесточить. Все-таки именно вот этот девиз на февраль месяц «Я защищаю себя» без чувства вины. Может быть, прежнее время вы считали себя многим людям обязаны, или вы кому-то помогали. А вы правда, мои дорогие, вы многим помогаете. И, может быть, уже вот эта помощь, она уже как чересчур. И вам теперь нужно пересмотреть. Может быть, сложно кому-то сказать «нет». Вот извини, теперь нет, теперь будет по-другому. Но значит, это сделать совершенно необходимо. Во имя самосохранения, во имя собственного благополучия, изобилия, процветания. Но, повторюсь, только стоит захотеть как-то правильно провзаимодействовать с людьми, может быть, с какими-то документами, оформлением этих документов, буквально с деньгами. И жизнь выруливает совершенно в другую плоскость, более предпочтительную, когда вы сами управляете своей жизнью. Так что же это случится? Кому-то будет необходимо учиться, потому что это прилежная ученица в этой колоде. Прежде чем приступить к какому-то делу, мы что-то изучаем. Ну, правда, кто-то изучает закон, кто-то пойдет на курсы, кому-то потребуется знание языков. Именно само по себе изучение. Но это мы не делаем просто ради любопытства. А когда все же у нас принцесса Пентаклей, а в последующем от этого увеличивается доход. Может быть, вы обязательства даже пересмотрите. И мы знаем, сэкономил 2 раза заработал. Но вам это как-то очень важно именно теперь, в самом начале февраля, потому что на кону фортуна. А фортуна– это сама по себе возможность, какой-то шанс. Его нельзя упустить, потому что вот сейчас шанс есть. А завтра, может быть, пока мы тут надумаем, посчитаем, обдумаем, погасим внутренние вот эти все сопротивления, страхи, а уже как будто поезд ушел, энергии поменялись. Поэтому, опять же, карта старшего аркана вам говорит о том, что куй железо пока горячо, не оставь что-то на потом. Вот те вопросы, которые в вас вызывают какую-то сумятицу, вам нужно максимально прояснить, что же есть в реальной жизни. Может быть, для кого-то буквально обучение и будет означать вот эту фортуну. Или вторичный доход у кого-то так.
Ладно, а что же там в неожиданностях, случайностях? Правда, тут какая-то персона может появиться заново, может быть, и с какими-то просьбами, может быть, и, знаете, вы услышите о каком-то человеке, который, ну, вам не чужой. Может быть, это и друг, подруга, родственники, может быть, и на работе. Вам кто-то может, ну, где-то говорить о своих там, может быть, и сложностях в жизни, да, но для вас это будет неожиданно. Или когда вы узнаете от какого-то человека такую новость, которая тоже для вас неожиданна. Может быть, это просто даже у человека будет касаться вопросов работы. Но где-то вы представляли, может быть, человека в одном каком-то свете, контексте, а тут меняется сам по себе шаблон представления какой-то персоны. И, может быть, эта персона напрямую, правда, которая рождена под знаком зодиака стихии огня, лев, овен или стрелец. Тут на кону вопросы счастья. Посмотрите, две десятки пентаклей. Вот вы понимаете, у вас такие добрые карты, такие, ну, добрые энергии, возможности, а вы тут какую-то себе ненужную философию как будто можете устроить. И это вам не будет помогать. Вы действительно можете упустить время. Поэтому не ищите сливы на вербе, потому как вы тут закопаться можете в какое-то бесконечное переосмысление. Это знаете, как омут или как колодец. Вот в этот колодец билет в один конец. Мы знаем, да, запрыгнуть можно, попробуй выберись. Поэтому даже не пытайтесь, тут у вас на кону ваше счастье. Может быть, вам придется принимать какое-то важное решение. Может быть, и по части денег, именно семьи, у кого-то по вопросу жилья. Но к чему это все идет, давайте узнаем. Тем не менее, пара. И это сотрудничество. Двойка жезлов в этой колоде. Один помогает другому. Может быть, и вы будете причувствовать свое окружение, на кого я могу надеяться, кто мне тоже способен откликаться, помогать, а не просто меня обесточивать, когда это я в чем-то участвую, а когда мне что-то надо, то тогда как глухая стена. Есть определенное взаимодействие. Вот именно в этой колоде здесь больше, когда один и второй именно как строят что-то, да, или создают, или ну вот выращивают у нас буквально так. Какое-то сотрудничество будет продолжено. Вот смотрите, у вас есть какой-то контакт с человеком, который определенно важен для вас. И это будет важно как для денег, может быть, для вопросов работы. Может быть, вы боитесь к кому-то обратиться. Ну, не боитесь не то, что там страх, панический ужас. Но вот это, опять же, сомнение. Захотят ли меня слушать, захотят ли услышать? Смогу ли я правильно, как донести свою мысль, чтобы быть правильно понятым? Начинайте. Тут нечего думать. Здесь развивать надо явно что-то, продолжать, не бросать. И для вас это какой-то денежный эквивалент. И девятка пентаклей, и десятка пентаклей тоже. Что ждет в личной жизни? Ну вот она, первая победа, да, это всегда карта конфликта. Разошлись, как в море корабли. Может быть, и была какая-то прежняя тема, которая вы не достигли в ней взаимопонимания. Может быть, у кого-то буквально двое людей поссорились. Ну, тогда нам все карты уже сказали: можешь помириться. Хотя кто-то и не хочет мириться. Вы, наоборот, считаете правильным от чего-то отказаться. Может быть, это те отношения, которые закончились. Все же меня смотрят разные люди. И у кого-то это уже разочарование, уже все выводы сделаны. Но еще какие-то вопросы, может быть, остались для того, чтобы согласование по деньгам, согласование по имуществу, у кого-то вопросы детей, то тогда тоже мы не можем как будто отмалчиваться, закрываться. Этой теме придется уделять внимание. Что это? Договариваться придется, нам снова говорят. Карта любви. А я тут больше вижу, вы не только договориться, но и примириться можете. Для тех, кто в сложных отношениях. А для тех, кто один или одна, хватит вспоминать. Вот и все, мои дорогие. Потому что пока мы ментально даже, да, держим человека в своих мыслях, место занято. Вам нужно это место освободить, потому что на кону совершенно новые энергии и новые возможности.
Вы сами маги и волшебники. Финансы. А вот здесь предельное внимание. Отшельник– это не протраты. Отшельник– это дервиш. Хотя все денежные карты как раз говорят, что деньги есть. И деньги будут. Но они вам понадобятся потом. Старший аркан, ты чего-то пока не видишь. Я должна сказать, по этой карте, когда она выпадает, нам никто не мешает. Поэтому это ваши какие-то предубеждения или взятые на себя обязательства. Поэтому смело говорю, вы можете от чего-то освободиться. Освободиться от каких-то ненужных трат или каких-то выплат, может быть, даже через участие, через помощь кому-то. Тут правда нужно сконцентрировать именно самого себя на вашем плане. Ведь отшельник-дервиш, для него не то, что вот финансовая составляющая, нет, тут какая-то идея. И слушайте свою интуицию. Только один отшельник знает, куда он идет. Помех нет явных. Это вы себе где-то или вы включились во что-то, в какую-то игру ненужную, значит, время пересмотреть. Ну, или где-то, тем не менее, сейчас наступает момент что-то переосмыслить, сделать выбор. На кону новый жизненный этап. Вот как будто шел отшельник и практически подходит вот к этому обрыву. Да, с одной стороны, вас будет что-то радовать по деньгам. Но иногда мы говорим: "Ты ж не оплошай". Потому что вот уже катится наш герой на колесе, и он даже не думает о каких-то опасностях. Вот давайте мы с вами вернемся назад, в самое начало нашего расклада. Осмотрительность какая-то, защита, самозащита, всего, что дорого, всего, что для вас важно. Пусть даже это какая-то идея, и идею можно украсть. Если вы работаете сами на себя, ну и зарабатываете тоже сами на себя. Поэтому растрезвонили идею, и она уже не совсем ваша. Вот у кого-то даже такая подсказка. Какие-то продуманные действия по финансам от начала до конца от вас потребуются. Сфера работы, достижений. Ну, не летим мы тут тоже с места в карьер, а искусство мелких шагов. Но есть и по работе, по достижениям, может быть, и по бизнесу, то есть все равно. Ведь по этой карте мы говорим: "Я сделал все, что мог". И вот есть тот компонент и у вас, когда вы себе должны уже для вашего собственного благополучия не продолжать то, что лично вам не принесет ни дохода, ни прогресса, ни бонусов. Все равно в чем то нужно ставить точку. И по доброте душевной как будто не соскальзывать, может быть, когда вы всем помогаете. Вот мир, покой вашей душе от начала до конца. Опять же итоговая карта, причем старшего аркана. У кого-то из вас это может быть, где-то карта советует все-таки мир, пространство, эфир, интернет. Как будто заяви о себе посредством интернета. Иногда по этой карте к нам приходит популярность, мои дорогие. Для кого-то из вас, может быть, это вы будете осваивать азы работы, да, или осваивать какие-то сервисы, вот учиться как будто нужно. Кто-то, может быть, работу из оффлайн будет переводить в онлайн. Продолжайте эту тему, да, будьте осмотрительны, учитесь себя где-то сохранять, учитесь узнавать заранее, а не только учась на собственных ошибках, хотя мы от этого никуда не уйдем. Но нет для вас каких-то преград. Для вас нет, по сути дела, закрытых дверей. Вот же что самое главное, все у вас сейчас открыто. Для вас, как наоборот, само пространство, высшие силы подают какие-то добрые энергии, добрые возможности. Но воспользуемся мы ими или нет, тут решает каждый сам за себя. Поэтому может быть и наш расклад и о защите, и о наблюдении, но и о каких-то сложных мыслях. А тем не менее на кону благополучие. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Благодарю вас за ваши душевные и искренние комментарии и за вашу доброту, помощь и поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.